Приветствую, друзья! Сегодня у нас уже 16 февраля, и я продолжаю анализ последних резонансных новостей, которые делают новую историю. Сегодня разберем, почему президент Трамп ставит ни во что Европу и даже не хочет видеть никаких европейских представителей за столом переговоров по прекращению войны в Украине. Также рассмотрю вопрос, почему Дональд Трамп игнорирует Зеленского и более чем ясно дал понять, что он готов отступить от ключевых требований Украины на переговорах с Москвой. Сразу, друзья, хочу вам сказать большое спасибо за ваши лайки, за ваши подписки. Это стимулирует меня делать такие интересные политические анализы, которые помогут вам детально разбираться в происходящих событиях. А я бы даже сказал, это исторические события, которые изменят мир. Итак, что мы имеем на сегодня? Дональд Трамп позвонил Путину без предупреждения, без консультации с Европой и без уведомления Киева. Этот шаг, в свою очередь, поднял моментально целую волну тревоги в европейских столицах, и политики по обе стороны Атлантики задаются здесь вопросом: если Трамп решил договориться с Путиным, останется ли Европа в стороне? И вот теперь мы уже с вами четко можем понимать из официальных источников, что есть подтверждение этих опасений. Кит Келлог, это специальный представитель США по Украине, сделал заявление на Мюнхенской конференции, которая сейчас проходит по безопасности, и оно прозвучало как гром среди ясного неба. На вопрос о том, будут ли европейцы участвовать в переговорах, он ответил коротко и ясно: нет, не будут. Украинцы, конечно, будут за столом, но Европы нет. За столом будут два главных переговорщика, два главных участника и один посредник, уточнил Кит Келлог. Друзья, другими словами, Вашингтон рассматривает урегулирование конфликта исключительно в формате США, Россия, Украина, а ЕС остается за чертой переговоров. Конечно же, для Брюсселя и для Берлина это большой удар. Сами подумайте, ЕС вложил миллиарды евро в поддержку Украины, в поддержку Киева, принимал беженцев, снабжал оружием, но теперь его просто выключают из этого вот процесса. Таким образом, после того, как Трамп повторно вернулся в Белый дом, Европейский Союз рискует превратиться из союзника в какого-то статиста, который вынужден будет наблюдать за этими сделками, которые заключаются за его спиной. Конечно же, Европа в шоке, это так мягко сказано, от происходящего. Переговоры о будущем Украины идут без нее, а Вашингтон и Москва определяют судьбу всего региона за закрытыми дверями. Кит Келлог в интервью британскому изданию The Guardian еще раз это подтвердил и сделал заявление, которое только усиливает тревогу в европейских столицах. Он прямо сказал: нереалистично ожидать, что Европа будет участвовать в прямых переговорах. Конец цитаты. Как видите, друзья, это заявление моментально вызвало еще большую волну негодования в Брюсселе, Берлине и в том же Париже у Макрона. Мы с вами еще помним, что совсем недавно среди европейских политиков ходили слухи, что у ЕС будет свое место за вот этим столом переговоров. Теперь же становится очевидным, что США и Россия ведут свою игру за спиной, а континентальная Европа просто-напросто превратилась просто в зрителя. Но чтобы не получилась вот эта война США с Европой, Келлог пытается смягчить данную ситуацию. Он уверяет, что предложения от Европы будут приветствоваться якобы. И не стоит думать, что Дональд Трамп якобы собирается решать все в одиночку. Его цитата Кита Келлога: «Мы никогда не говорили, что Трамп будет действовать сам». Это все вопрос формулировок. Понятное дело, друзья, что европейцев такие заверения, конечно же, не успокаивают. Келлог, в свою очередь, также добавил, чтобы уменьшить градус этого напряжения, наш девиз: «Америка прежде всего, это на самом деле не Америка в одиночку». Конец цитаты. То есть, по его словам, получается, что США хотят добиться прежде всего справедливого и выполнимого мирного соглашения. Но здесь, друзья, возникает вопрос: а кто именно будет определять, что это является так называемым справедливым соглашением? В кулуарах Мюнхенской конференции дипломаты Европейского Союза говорят, что ранее получали уже такие сигналы о возможности своего участия в переговорах. Но из последних заявлений мы видим, что ситуация кардинально и резко изменилась.
особенно после звонка Трампа Путину. И для них вот эта перспектива присутствия за столом переговоров уже выглядит как-то призрачной. Европейский Союз постоянно выделял деньги на поддержку Украины, но теперь рискует оказаться в роли бессильного наблюдателя. Неожиданно сделала заявление, свое признание, скажу еще так, Анна-Лена Бербок. Чтобы вы понимали, это немецкий министр иностранных дел. Она сказала, цитата, «Знаете, за закрытыми дверями американцы говорят совсем иначе, чем на публику». А это уже, друзья, звучит как разоблачение. Потому что пока с публичных заявлений из Вашингтона звучат жесткие слова, за кулисами совсем тон другой. Таким образом, Бербок, прибывшая на Мюнхенскую конференцию, сама в шоке от этих двойных стандартов США, и она столкнулась с поразительным контрастом. С одной стороны, получается агрессивная риторика того же Дичи Вейнса, который буквально ставит под сомнение роль Европы и отмахивается от любых попыток ЕС влиять на ситуацию. С другой стороны, наоборот, настроение, которое Бербок услышала от госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога. Бербок заявила, «Мы говорим откровенно, и мне дали это понять, что для США ключевым остается единство НАТО. Они подчеркивают, что для них важна суверенность стран, важен прочный мир. Именно это мы, европейцы, и будем использовать для оценки наших партнерских отношений». Ну что, друзья, вот вопрос. А чему верить? Какой из этих сторон верить, если две противоположных точки зрения? С одной стороны, официальные лица США говорят дипломатично, мол, никто не хочет игнорировать Европу, все решения должны быть взвешенными. Но с другой стороны, мы видим, что в публичном пространстве, особенно на той же Мюнхенской конференции, слышится совсем другое. Происходит такой перелом, я бы назвал, переформатирование Европы. Что получается? Трамп звонит Путину без консультации с Европейским Союзом. Келлог прямо говорит, что европейцы не будут участвовать за столом переговоров. Венс вообще ставит под сомнение демократический устрой Европейского Союза и намекает, что европейцы не должны никаким образом никуда вмешиваться. В свою очередь, эти же США периодически дают Европе вот эти успокаивающие сигналы. Но в это же время что? Вашингтон продолжает двигаться в направлении, которое может оставить ЕС вообще не удел. Бербок от этих всех заявлений вообще не выдержит и делает громкое заявление. Мы продолжаем оценивать партнеров только потому, как они будут отстаивать принципы мира. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока нас поставят перед фактом. В какую позу Европа поставит, она, конечно же, не уточнила. Но я вам скажу, что в связи с этим главы государств Европейского Союза уже начали лихорадочно пытаться разработать какую-то, выработать ответную стратегию. В кулуарах начались напряженные консультации, и одни уверены, что Европа должна немедленно заявить о своей позиции и потребовать участия в переговорах и предъявить Трампу жесткие требования. Другие со своей стороны считают, что нужно выждать и не обострять отношения все-таки с Трампом, с Вашингтоном, чтобы не усугубить и так это шаткое положение дел. Я вам скажу, друзья, что вот вчера еще появилась информация, и идут уже обсуждения о возможности экстренного, неформального саммита Европейского Союза. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Но на самом деле, друзья, паника чувствуется на каждом шагу. Нет никакого спокойствия. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский даже поспешил написать в своей соцсети, что встреча европейских лидеров назначена на завтра, то есть на понедельник, в Париже по приглашению Макрона. Но Сикорский через пару минут внезапно удалил свой пост. И возникает вопрос, что вообще творится? Это какая-то ошибка была? Или передача информации раньше времени? Или давление со стороны других стран на Польшу? Здесь вопрос остается открытым, но для меня очевидно одно. Европа понимает, что ее влияние на ситуацию резко ослабло и теперь ищет хоть какие-то пути, хоть какую-то соломинку, чтобы ухватиться, чтобы не остаться за бортом. В свою очередь, также идет борьба и Зеленского, которого Трамп, по всей видимости, пока не привлекает к переговорам вообще никаким. Зеленский, в свою очередь, вызывает США на фронт, говорит, он хочет попытаться переубедить Трампа и говорит, они должны увидеть это своими глазами, заявил Владимир Зеленский, приглашая
того же Кита Келлога, специального представителя США по Украине, лично посетить линию фронта на востоке страны. На самом деле это не просто какой-то там жест, как вы думаете, доброй воли. Это отчаянная попытка Зеленского показать американцам реальное положение дел, которое происходит сейчас на фронте. Ведь Трамп уже дал понять, что готов уступить Москве в переговорах, проигнорировав ключевые требования Украины, которые выставляет сам Зеленский. Но Зеленский не сдается. Он на каждой конференции трубит, что есть ключевые условия Украины, которые необходимо придерживаться. Он на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил: важно, чтобы Кит Келлог это увидел на фронте сам, чтобы понял, что происходит здесь и сейчас, заявил Зеленский. Но давайте, друзья, посмотрим, что на данный момент добивается Киев. Во-первых, показать США, что ситуация действительно критическая, и отказ от поддержки Украины может обернуться к непоправимой катастрофе. Во-вторых, Киев пытается убедить республиканцев, что от их решений зависит не только судьба Украины, но и стабильность Европы в целом. И в-третьих, донести до Дональда Трампа и его команды, что Россия не остановится, если именно ей позволят продиктовать условия мира. Зеленский подчеркнул, цитата: «Я действительно хочу, чтобы он все это передал Трампу. Пусть он увидит своими глазами и расскажет, пусть он скажет правду», имея в виду Кита Келлога. Но пока мы видим, друзья, противоположное. В среду Трамп уже провел полуторачасовой разговор с Владимиром Путиным, не посчитав нужным предупредить ни Европу, ни Украину, просто взял и позвонил. И, по его словам, результат этого разговора более чем серьезный. Трамп сказал: «Мы договорились о незамедлительном начале переговоров по будущему Украины». Но кого имел в виду Трамп под словом «мы»? Это точно, друзья, не Европа, и она в этих переговорах не участвует. Об этом четко дал понять Кит Келлог. Он подчеркнул, что переговоры будут исключительно между тремя сторонами, то есть Москва, Киев и США. США, в свою очередь, выступят только в роли единственного посредника. И это разрушает, конечно же, планы Европы, которая была до последнего момента уверена и неоднократно об этом заявляла, что хочет быть непосредственным участником данных переговоров. Но Трамп Европу, к сожалению, не слушает ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель. Ему все равно, кто что там скажет, кто что думает. И это на самом деле катастрофа, потому что из этого можно сделать вывод, что Украина рискует остаться один на один с Кремлем без какой-либо поддержки того же Европейского Союза. Европа, в свою очередь, теряет влияние в вопросах безопасности на континенте, и с ней никто уже не считается. Вашингтон что? Он делает ставку на свои интересы только, а не на интересы своих общих союзников. Все интересы союзника просто-напросто игнорируются и не рассматриваются. Таким образом, друзья, Трамп действительно идет ва-банк, и остается здесь открытым вопрос, какие в ближайшем будущем будут последствия для Украины и для той же Европы, если в мире решают вопросы только несколько стран, и то игнорируя интересы других стран. Я пока на этом не ставлю точку, а ставлю многоточие, так как продолжение следует. Благодарю вас за просмотр до самого конца. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за лайки и подписки. Все это дает мне возможность продолжать свою работу, сообщать вам важные новости и делать разборы политических событий. Не забудьте в свою очередь нажать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о новых выпусках. До встречи и хороших вам новостей!